От пациентки ребенок 2 года 9 месяцев. Ставили рассеянный склероз. Далее поставили СРС, задержка речи, не понимает обращенную речь, незрелость эмоциональной сферы, отставание в развитии, нарушена коммуникация со сверстниками. Первое ЭЭГ делали в год с чем-то, второе ЭЭГ делали в ноябре, выявили внутриутробную гипоксию плода, заключение прикрепило. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 2 года 9 месяцев, дата исследования 8 января 2023 года, область исследования – головной мозг. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга, в Т1 и Т2 взвешенных изображениях, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены, третий желудочек, 4 мм и четвертый желудочек мозга не расширен. Боковые желудочки симметричны, до 8 мм. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла, супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 8 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 3 мм. В эпифизе киста 4 на 3 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа. В зоне сканирования – признаки отека слизистой оболочки воздухоносных ячеек сосцевидных отростков обоих височных костей. Заключение. МР-картина пустого турецкого седла, кисты эпифиза, двухстороннего мастоидита. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 9 января 2023 года доцент кафедры К.М.Н. Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. По данному МРТ есть признаки повышения внутричерепного давления, пустое турецкое седло. Это может давать головные боли, чувство неудобства в голове. С этим имеет смысл показаться неврологу. Также есть признаки отека сосцевидных отростков височных костей, отит. С этим нужно к лор-врачу. Возможно, имеет смысл сделать КТ, но сначала лучше проконсультироваться. Про гипоплазию лобных пазух говорить пока рано. Вопрос пациентки: а можно вам вопрос задать? То, что она не понимает частично обращенную речь и полностью отсутствует речь, это может быть как-то связано с результатами МРТ? Просто основываясь на результатах МРТ, там особых поражений нет. Подскажите, пожалуйста, мы были уже у 3 неврологов, и никто точно сказать не может, к сожалению. Ответ к М.Н. Котова М.А. На МРТ можно оценить только структуру головного мозга, с ней все в порядке, а не его функцию. Эти вещи не всегда связаны.